Здравствуйте, дорогие любители вязания! Давайте сегодня с вами свяжем вот такой симпатичный ажурный узор. Этот узор часто встречается в интернете, и мастер-класс я делаю больше для новичков, которым непонятно, как в изнаночных рядах вязать 2 петли с наклоном влево, с наклоном вправо. Смотрите, какой симпатичный узор. Вот такая у него изнанка. Схема узора дана для кругового вязания. Она будет перед вами в процессе вязания. Я не буду ничего объяснять, вы поймете все. Узор легкий. Раппорт узора составляет 5 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Если вы вяжете по кругу, то вы набираете нужное количество раппортов по 5 петель. Если вы вяжете поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то мы к 5 петлям раппорта прибавляем 6 петель для симметрии узора. И эти петли мы делим так. Одну петлю мы вяжем перед раппортом в начале ряда, затем нужное количество раппортов по 5 петель. И в конце ряда мы вяжем еще 5 петель. По сути, мы провязываем еще один раппорт, но в конце, тут в некоторых рядах у нас петли будут немножко отличаться. Итак, мы свяжем 3 раппорта в ширину, 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 3 раппорта по 5 петель, 15 петель, плюс 6 петель для симметрии узора, 21 петля, и 2 петельки кромочные, 23 петли мы набираем на спицы. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы провязываем лицевую петлю. Пустая клеточка — это лицевая петля на лицевой стороне, изнаночная петля на изнаночной стороне. Мы провязали лицевую петлю, это петля для симметрии узора. Далее мы вяжем раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая. Мы провязали 1 раппорт. И вяжем второй раппорт. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Второй раппорт, третий раппорт, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И далее петли для симметрии узора точно так же, получается 4-й раппорт мы провязываем. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая петля. Второй изнаночный ряд. Не забыли, что в изнаночных рядах при поворотном вязании мы условное обозначение читаем наоборот. У нас пустая клеточка, на лицевой стороне она лицевая петля, и на изнаночной стороне мы читаем ее как изнаночные петли. 2 изнаночных, делаем накид, 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Они у нас на лицевой стороне провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее 3 изнаночных. Я уже здесь говорю общее количество петель. Я не делю уже раппорты, не разделяю. Вам видно, где раппорт начинается, где заканчивается. Провязали 3 изнаночных. Накид, 2 вместе изнаночной. 3 изнаночных. Накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной и 2 изнаночных в конце ряда. Третий лицевой ряд, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 лицевые. Накиды здесь вяжем лицевыми в этом ряду. И снова повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
3 лицевые. Четвертый изнаночный ряд, вот здесь петли для симметрии узора отличаются от петель раппорта. Мы вначале вяжем 4 изнаночных, делаем накид, 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Далее 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной. Снова 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной. 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной петлей. Провязали половину раппорта в высоту 4 ряда, и следующие 4 ряда мы будем вязать наклон петель уже в левую сторону. Пятый лицевой ряд, 1 лицевая, накид, 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые в конце ряда. Шестой изнаночный ряд, 2 изнаночных. Теперь нам нужно провязать 2 вместе изнаночной, но 2 вместе изнаночной скрещенной. Вот так вот мы меняем петли местами, таким образом, чтобы вторая петля за первой ее обогнула, и на первое место ее выставляем. Переносим петли на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. На лицевой стороне они провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее делаем накид, 3 изнаночных. Снова 2 вместе нужно провязать изнаночной скрещенной. Можно вот так еще сделать. Петли сзади подхватываем, обе петли. Затем разворачиваем их вот так и возвращаем на левую спицу. У нас вторая петля снова на первом месте. И провязываем 2 вместе изнаночной. Мы провязали 2 вместе изнаночной скрещенной. На левой стороне они как провязались, как 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее делаем накид, 3 изнаночных, снова 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, делаем накид, и 2 изнаночных у нас будет до конца ряда. Седьмой лицевой ряд, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем: 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая в конце ряда. Восьмой изнаночный ряд. Сразу после кромочной мы провязываем 2 вместе изнаночной скрещенной. Делаем накид, 3 изнаночных. Снова 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 3 изнаночных. Еще раз повторяем: 2 вместе изнаночной скрещенной,
накид, 3 изнаночных. И еще раз 2 вместе изнаночной скрещенной, накид и 4 изнаночных. Мы провязали 3 раппорта в ширину, ну по сути 4 раппорта и 1 раппорт в высоту. Посмотрите, какой симпатичный узор. Очень эффектно смотрится. Я бы даже сказала, как-то благородно смотрится. Вот несмотря на его простоту, он такой какой-то вот благородный узор, на мой взгляд. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.